Здравствуйте, с вами Ирина Преображенская с очередным разговором для подкаста «Окно в новые смыслы себя и жизни». Эту запись я делаю также 29 апреля, как и предыдущую, потому что буквально вот за те полдня, которые прошли, я увидела очень много знаков о том, что нужно поговорить и про физику тоже. Про состояние, про физическое состояние наших тел. Случайно, буквально случайно увидела уже 4 скорых из своих окон, хотя специально тут не стою часами. Как не подойду, то обязательно стоит. И я прям чувствую, что здесь уже какой-то прям реально СОС, видимо, стучится. Поэтому эту запись хочу вот этому моменту посвятить и описать свои ощущения от последнего вот этого периода, потому что лично я проживала его непросто. В предыдущей записи я уже сказала кое-что, что это нужно было время пауза нужна была для того, чтобы родилось что-то новое. Но и в то же время эта информация именно для тех людей, кто сейчас, как я уже раньше сказала, выдвигается в новый этап, который прошел свою нужную трансформацию, и она, конечно же, еще продолжается. Нет здесь вот сегодня начало, завтра конец. Это естественный процесс длиной в жизнь. Поэтому, если был прожит качественный стоп, качественная нужная трансформация, то для них это информация как подтверждение, что все правильно и у них там что-то рождается, дать этому быть. А для тех, кто еще не дошел до необходимой трансформации, вот, скорее всего, эта запись и предназначена. Потому что я же считываю общее состояние людей, и итог у всех разный. Так вот, общее состояние людей я хочу описать и через те встречи, через те консультации, которые у меня прошли за это время. Практически на каждой встрече, я имею в виду, я сейчас говорю про консультации, люди приносили растерянность, потерянность и страх буквально до слез. Когда они начинали говорить про страх, слезы вот просто выступали у многих. И я вижу, что эта тема просто уже зашкаливает в людях. Накоплена критическая масса от всего абсолютно. Я уж, наверное, опять буду в 100-й раз повторять от чего. И в то же время напоминание, наверное, тоже будет не лишнее, чтобы вы еще больше начинали понимать, чтобы, может, вы еще что-то новое услышите, что здесь такое миксовое состояние из тяжестей, пришедших по истории рода, семьи, по крови. Все это сейчас поднялось, обнажилось уже, в принципе, это давно идет, это не только сейчас, эта история продолжается. Вот. Также здесь отдельный слой идет, это состояние накопленное за это воплощение, то есть это личные какие-то переживания, какие-то непрожитые чувства, либо негативные эмоции. В общем, все, что было глубоко проглочено, куда-то там засунуто внутрь. И
таким образом вот эти эмоции, чувства на сегодняшний день уже стали энергетическим тяжелым балластом, который утяжеляет психику и вашу энергетику. Вот. И также продолжающиеся вот эти все потоки, которые были, есть и будут, все только усиливаются. И вот поэтому физическому телу сейчас крайне сложно. Передыха, как я чувствую, особого такого ждать не приходится. Это уже норма. Это уже норма, что сейчас вот этот поток жизни, он уже очень ярко проявился, и он просто продолжает быть. И вот весь вопрос-то в том, что люди не успевают за всем этим. Они не успевают переваривать, они не успевают перерабатывать, они не успевают хоть как-то с этим проживать более-менее спокойно. Ну, каждый помогает себе как может, кому-то фабазол помогает, но, откровенно говоря, мне кажется, это, как сказать, ну, в общем, не то средство, которое может действительно качественно помочь. Да, конечно, он поможет, буквально тут вот снизит какой-то градус, но опять же, если не сделана глубокая внутренняя работа, то все равно догонит, все равно развернется, все равно заставит каким-то образом себя смотреть, напомнит точно. И поэтому здесь нужно это просто понимать и в рабочем порядке что-то делать. Доставать все необходимые инструменты и помогать себе, помогать. Так вот, за последнее вот это время, вот что я прямо отследила, отщелкала, что были очень резкие перепады температуры, прям термостат глючил конкретно. Из жара в холод. Вот у меня все время было такое ощущение, знаете, как лед и пламень, то одно, то другое. И у меня полная убежденность, что те перепады погоды, которые сейчас происходят, вот у нас, например, в Челябинске просто очень резкие перепады погоды, практически от 0 до 28, причем буквально за 2-3 суток. Ну, согласитесь, какое живое человеческое тело может выдержать такие огромные перепады. Конечно же, это очень и очень сложно. И они продолжаются и продолжаются. Вот буквально потеплело, сейчас опять похолодало, и вот это туда-сюда, вот эти качели очень резкие, очень сильные, они, конечно, выматывают людей, сказываются на психике, на физике. И тела сейчас проживают огромный стресс, огромную нагрузку. И как мне кажется, что вот отражение вот этого внешнего пространства, я убеждена в этом, откровенно говоря, что это все отражение внутреннего состояния людей. Это вот как раз то, что в людях происходит. От крайней точки кипения всех вот этих вот скопившихся негативных моментах, о которых я говорила, агрессия, злость, конфликты, скандалы, они же не на ровном месте сейчас все происходят. Это, как правило, накопительный эффект. Вот. То есть это вся та накопленная какая-то воспаленная история, которая складывается из очень многих нюансов. А с другой стороны, та вечная мерзлота, которая тоже сейчас очень сильно проявилась. О ней я тоже уже достаточно говорила, про вечную мерзлоту. Это вот лично мои такие, образно говоря, диагнозы, названия, определения, которые мне четко показывают состояние, динамику в состоянии людей. И вот в людях сейчас как раз и скопилась вот эта история крайней точки кипения и вечной мерзлоты. И вот мы на улице видим то же самое.
Люди буквально до маек раздеваются, потом тут же одеваются чуть ли не в зимнюю одежду. И сами понимаете, что тела сейчас просто в шоке от всего. И опять же, вот как я говорю, что это вот как раз та реальность, в которой мы живем. Само не рассасывается и не рассосется. И поэтому здесь, конечно, нужно максимальное внимание оказывать своему телу, насколько это возможно в тех условиях, которые у вас есть. Через паузы, через отдых, через релакс. В общем, как только можно. Вот. Лично я очень много спала в это время. Как слон. Вот реально. Ходишь, причем очень резкие перепады. Вот ходишь вроде нормально, в ресурсе. Вот хлобысь буквально как шлагбаум на голову рухнул. Спать хочется, ну невозможно просто. Я вот как только была возможность, я сразу все, если есть что-то отодвинуть, отодвигала. И просто вот, причем вне зависимости, и ложилась, причем вне зависимости от времени суток. Я уже вообще давно привыкла, что вечером нежелательно спать, потому что ночью не уснешь. Здесь я спала и в 8, и в 9, и просыпалась, и потом спала тоже как слон. В общем, тело просит отдыха, тело просит сна, тишины. Вот, потому что только в таком состоянии ему еще более-менее как-то удается выдерживать, сохраняться и, понятно, функционировать дальше. Вот, поэтому, если у вас похожие симптомы, то, как я говорю, конечно, звучит не совсем, наверное, весело, но уж как есть. Вы в потоке, друзья. Вот вы точно в потоке. Резкие перепады настроения, еще резкие перепады покушать. То вообще ничего не хочется, вот вообще, потому что тело, еще раз говорю, вы знаете, такое тяжелое, вот как вот беременное, причем эта беременность никак не заканчивается. Откуда появляется вот эта тяжесть, мне кажется, она больше вот именно энергетическая какая-то. Вот. Вообще не хочется, потом резко, вот буквально, говорю, опять как шлагбаум, просто что-то откуда-то появляется, и просто вот прям жрать хочется, не просто есть, а жрать хочется. И вот все бросаешь, вот только бы поесть. В общем, такие крайности просто не передать. Ну, лично у меня было так. Вот сейчас уже как-то более-менее вот вторые сутки уже пошли на такой больший ресурс, поэтому вот у меня и появилось уже и желание, и энергия прийти сюда и поговорить об этом. А до этого вообще вот никак, абсолютно никак. Сколько раз пыталась, было бесполезно. Вот, поэтому имейте в виду, что вот эти самые необходимые экстренные штуки телу давать нужно. Во-первых, давать ему то, что оно просит по возможности. Отдых, сон, еда, питье. Лично я очень много пью. У меня еще очень сильно сохнет кожа, слизистые, поэтому я постоянно все это смачиваю. Но я-то, например, отслеживаю, что это все связано вот с этими высокими энергиями, которые очень-очень сильно выжигают наши тела, наши все старые какие-то программы. И поэтому здесь тоже телу надо помогать, увлажнять всеми возможными способами. Если вы выдерживаете крема, ради бога, я еще и пульвером постоянно. Тут все в ход идет абсолютно. Вот. Что-то еще было по поводу физики. Сейчас, подождите, пожалуйста. Ой, мысль промелькнула. Вот, кстати, с концентрацией внимания тоже полный швах. Надо прямо время, чтобы вот.
Да, с концентрацией внимания большие проблемы, поэтому здесь, конечно, нужно очень аккуратно на дорогах. Головные боли, очень сильные головные боли. Это было что-то. Особенно вот где лоб, это было что-то. Я, откровенно говоря, прямо больно. Вообще прямо больно. И даже препараты не снимали эту боль. Пока у меня четкой картины нет, вот прямо, как говорится, первый, второй, третий компот. Но у меня четкое вот ощущение, что это, конечно же, с нашим мозгом происходит большая работа. Необходимая трансформация мозга. Незаметная, но очень необходимая, потому что наш мозг, конечно, у тех людей, кто пришел еще, так скажем, не в 2000-х, у нас, конечно, физика очень сильно перестраивается. Ее необходимо перестроить. Если бы мы вот сейчас без этой трансформации просто взяли и прошли в новое время, у нас бы физика бы точно не выдержала. Вот, поэтому здесь происходит вот такая трансформация. Есть боли, которые в теле никак не снять. Ну, это вот просто терпеть, это просто проживать, лежать, пить воду, отдыхать, гулять. То есть вот максимально заботиться о нем как только можно. Ну и, конечно, как только появляется время, возможность, силы, то обязательно, конечно, делать ту работу, о которой я всегда говорю. Это ту личную, внутреннюю гигиену, которая уже должна входить в нашу жизнь. Вот опять повторяюсь, ну вот как идет, так идет, как зубы почистить. Потому что психика и энергетика точно так же, как физическое тело, перегружено токсинами, шлаками, и никто ими не занимается. Действительно так, как должно быть. Вот. А критическая масса уже накоплена. И поэтому сейчас людям так тяжело. Поэтому даже не просто вот, например, мне, человеку, который постоянно что-то делает, и то не просто. Я откровенно говорю, я не знаю, как другие люди выдерживают. Я вот честно говорю. Ну, наверное, так выдерживают. Вот я вижу же, говорю, скорой реанимации. И мне очень грустно все это видеть, наблюдать. Поэтому я вот прихожу по возможности, озвучиваю то, что могу озвучить, то, что могу передать. И, возможно, кому-то это поможет избежать таких крайностей в своей жизни. Вот. И если на сегодняшний день у вас еще не появилось импульса такого более облегченного состояния, то для меня это значит, что вот это состояние как бы между оно, вот прям идет такое название какое-то неопределенное, еще не там и не там, уже не в старом, но еще не в новом, вот так идет. И здесь, конечно, нужно это понимать, где вы, в какой точке, и, соответственно, куда вам надо вообще дальше и надо ли. Поэтому здесь, конечно, время, хочешь не хочешь, больше, наверное, принудительного характера заставляет людей разворачиваться в сторону действительно главных истинных ценностей в этой жизни. Ну и, засучив рукава, работать. Потому что, как я сказала уже в прошлой записи, что сейчас спокойное состояние – это результат труда и большого. Сейчас, повторюсь, просто какими-то успокоительными закинуться не получится навсегда. И поэтому это тоже нужно по-взрослому понимать и что-то делать. И вот немного буквально скажу о том, что
вот на тех консультациях, про которые я сегодня уже говорила, о том, что люди приносят очень высокую степень растерянности, потерянности, целыми списками страхи, то когда мы исследовали причины, понятно, у каждой встречи она своя и не одна, то обязательно выходили на тему управления своей энергией. Вот это прямо вопрос вопросов. Вопрос управления своей личной энергией. Куда тратится энергия, куда тратится жизнь, куда тратятся силы и вообще на что тратится все то, что сейчас буквально бесценно. И везде своя история. Когда стали разбираться, то везде, понятно, не туда вкладывалось всегда. И вот люди как раз и приходят для того, чтобы навести порядок в своей жизни и научиться управлять своей энергией, потому что это сейчас вопрос вопросов. Всеми разными способами, разными фразами, разными какими-то посылами. Я тоже давно говорю на эту тему. И на самом деле вот эта тема звучит из очень многих источников, теми же самыми практически фразами. Я помню, как у меня пришла вот эта фраза: куда внимание, туда энергия, где энергия, там деньги. То есть это вот объяснение очень многих аспектов нашей жизни в этих фразах. И примерно то же самое потом я как раз вот видела в других источниках. Вот. Другой вопрос. Вот это все говорят. А что делать-то? Вот что делать? И вот как раз здесь встает вопрос учиться разбираться с этим. Ну, во-первых, когда человек делает шаг хотя бы в сторону вот этого направления в своей жизни, чтобы разобраться, то, как мне кажется, это как раз он уже начинает управлять своей энергией, что разбирается, по крайней мере, не запечатывается, не заглушается все это, а разворот идет в свою сторону. То есть это прямо этапы, шаги, которые необходимо делать, понимать, осознавать и, соответственно, двигаться в этом направлении. Вот. Но здесь очень много нюансов, очень много. И вот в каждой истории практически у нас был свой сценарий. Поэтому, откровенно говоря, друзья, я очень рада, что в свое время я не стала создавать онлайн-продукты и не пошла с этой темой вот именно в такую широкую историю, которая, откровенно говоря, вот меня сразу напрягла, потому что, как теперь я понимаю, это был самый правильный шаг с моей стороны, потому что такая работа должна быть строго индивидуальная. Строго индивидуальная. Вот я не знаю, кто как сейчас воспримет мои слова, а я считаю, что это очень и очень сейчас подберу слово. Здесь надо двигаться очень аккуратно. Очень аккуратно, особенно учитывая наши реалии, потому что один шаг, как говорится, вправо-влево, это я тоже уже говорила, может замотать так, что мало не покажется. Поэтому, когда онлайн даже одна мысль озвучивается, возможно, она правильная, она действительно прямо стоящая, она истинная, но люди ее воспринимают ведь по-разному. И их заматывает так, что потом просто невозможно оттуда вылезти. И я таких историй видела много, к сожалению. Поэтому вот у каждого своя история, все очень индивидуально. Для одного сегодня надо повернуть в эту сторону, для другого в другую сторону повернуть. И поэтому здесь пускаться в какие-то онлайн-проекты, чтобы научиться управлять своей энергией, поверьте, вот лично я нет. Нет, нет и нет. Вот если бы я сейчас, как говорится, мне сказали, даже бесплатно, ну не то, что даже бесплатно, а что на каких-то таких,
нормальных условиях я не пойду. Я не пойду, потому что здесь вот я по другую сторону нахожусь, и я вижу, сколько нюансов, все важно, понимаете, сколько нюансов находится вот в каждой встрече, и просто вот выходить в онлайн пространство и даже озвучивать информацию после какой-то встречи я прям вот точно нет. Нет. Озвучиваю со встреч только универсальную информацию и только согласованную, это я уже говорила раньше, универсальную и ту, которая общая, вот так скажу. То, что подтверждает общую динамику состояния людей, вот, и понятно моего состояния, потому что я же сама это тоже все проживаю. Потом я наблюдаю это все, понятно, в тех людях, вижу примерные такие параллели, вот, и понятно, опять же, у каждого своя история. У каждого своя история, это однозначно. Поэтому я предлагаю вам начинать смотреть в эту сторону, если вы еще этого не сделали. И имейте в виду, здесь, конечно, нужна именно вот грамотная такая работа, грамотное сопровождение, потому что на самом деле все очень серьезно. Очень. Вот. А еще тем более, что в эту сторону, как правило, разворачиваются люди с нехилой энергетикой, которые сейчас в общем доступе не могут найти те инструменты, которые бы работали, реально работали. А такой информации нет. Вот, например, то, что я людям даю, такой информации нет точно. Потому что это дается либо, опять же, если она есть, я там просто не участвовала в онлайн каких-то проектах, наверное, за деньги, естественно. Во-вторых, очень много, я точно знаю, не озвучивается, потому что люди просто этого не знают. Вот ту информацию, которую я просматриваю, даже когда люди приглашают на какие-то свои проекты, ну вот уже 5-я скорая поехала. Я локацию поменяла, перешла к окну, и вот уже 5-я скорая поехала. Ой, друзья, как это все грустно, не передать. Вот. И так, о чем я говорила-то? И я вижу, что этой информации там нет. Вот. А эта тема сейчас очень глубоко интересует, я еще раз говорю, сильных энергетически людей. Вот. И здесь тем более нужно очень аккуратно своим временем распоряжаться, своими силами, потому что, с одной стороны, у них чуйка хорошо работает. Мое, не мое, надо, не надо, они очень хорошо. Но у них есть такие аспекты вообще в психике, в построении их вообще всей энергетики, что там может такой расколбас начаться, что можно и разрушиться. И такие варианты у меня тоже есть, к сожалению. Варианты, я имею в виду, вот такого развития событий, таких динамик в людях. Вот. И это было уже не один раз. Вот. Информация о них, конечно, поступает, но, в общем, не знаю, вернутся они или нет. Но, в общем, я имею в виду на тот путь, который им нужно пройти, потому что в любом случае задачи души должны выполняться на этой планете. Поэтому уж не знаю. Просто предупреждаю. Кто предупрежден, тот знает. Моя позиция такая. Так, вот такие дела. Ну, вроде все я озвучила. Ну и, конечно же, симптомы с горлом. Симптомы с горлом были, есть и будут. Это тоже проявление общего состояния людей, которое сейчас является, увы, нормой. Вот что еще. Сердце, да, горло, да. Я так немножко подытожу. Глючит термостат, то есть лед, пламень.
перепада температуры. Еще один момент. Очень сильно повысилась чувствительность. Вот. Очень сильно повысилась чувствительность. Это просто вот как оголенный нерв. Чувствительность зубов, чувствительность кожи. Вот у меня такое ощущение, что я вообще вот... У меня и так чувствительность была очень высокая. А сейчас вот это время, вот я имею в виду вот эту прошедшую неделю, вообще как вот без кожи абсолютно, как вот голое мясо. Поэтому я минимизировала общение, какие-то социальные контакты. И предлагаю вам сделать то же самое, если у вас похожие симптомы. Понятно, помогать себе всеми доступными способами, которые вам помогают. Делать все, что можете делать. Искать помощь, если она требуется, и не откладывать. Вот. Ну и, в принципе, наверное, все. Из такого самого срочного, то, что универсально, то, что, я надеюсь, сослужит вам только добрую службу, если вы увидите свои зерна пользы. Вот. Но в любом случае я на связи, если захочется отозваться, я буду только рада, только рада. Для меня это всегда важно и ценно. Вот. Ну, а если появятся вопросы тоже, пожалуйста, задавайте. Время 31 минута. Ну, по моим ощущениям, достаточно. Все, друзья, я на связи. Желаю вам здоровья, желаю вам сил и как можно больше спокойствия и радости. Уметь их видеть, находить и наполняться ими. Все, дорогие, давайте пока.